Кроссплатформенная MMORPG Terrasland от компании Tencent, которая на какое-то время пропала с наших радаров, недавно вновь появилась в информационном поле. Причем с хорошими для поклонников этой игры новостями. Буквально сегодня, то есть 22 октября 2024 года, можно сказать, состоится настоящий релиз этого проекта. Да, в игре стартует полноценный первый сезон, который принесет с собой множество нового контента, а также в кои-то веки Terrasland станет доступна в Steam. Обо всем этом и моих чаяниях относительно этой MMORPG поговорим в формате хайлайтов с прошедшей в понедельник прямой трансляции прямо сейчас. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать нас на ютубе. Также довожу до вашего сведения, что наш контент теперь дублируется на отечественных площадках в ВК и на Рутуб. Все ссылки, разумеется, в описании. Ну и традиционно обращаю ваше внимание на мой телеграм. Если хотите быть в курсе самых свежих новостей в жанре MMORPG с моими комментариями, общаться вживую в чатике, получать вовремя все анонсы, милости прошу к нашему шалашу. Меня зовут Мадлер, это портал Гохаруи. Мы начинаем. Terrasland. Наконец-таки, Terrasland. Ну, я тут, конечно, немножечко поигрался, скажем так, с заголовками кликбейтными, но на самом деле, если так вот разобраться, то в принципе, Terrasland первое выходит в релиз в Steam, наконец-таки, а лично для меня вообще иногда не существует игр, пока они не будут в Steam, да, вот я из таких людей. И второе, у них, наконец-таки, как оказалось, начинается первый сезон только. Я, думал, что там уже как минимум их 3 было. Когда она там вообще стартанула? Короче, в июне. Не, ну, в принципе, нормально, что там, 4 месяца, да? Типа 3 месяца вот у них нулевой так называемый сезон длился, и, собственно, вот сейчас только у них начинается первый сезон, и, соответственно, очень много какого-то разного контента они там добавили. И мне даже, кстати, хотелось бы посмотреть, наверное, все это дело. Я думаю, что на недельке запущу стрим. Так что обязательно туда тоже приходите. Но я хотел бы просто там одним глазочком глянуть сразу вот это вот дело. А что, нету 4К никаких, да? Понятненько. Так и запишем. Минус. Трейлерочек посмотреть. Музычка такая, кстати, неплохая. Как бы не прилетели мне, права за эту музычку. Скардина Айсфилд. Новая локация, да, насколько я понимаю? Новое легендарное оружие, да, тоже. Прикольно. Ну, выглядит, конечно, по-моему, слишком вычурно, нет? Новая карта и новые данжи. Новые карты и новые данжи. Welcome ceremony just for you. Arise, my minions. Ну? Bestow upon our honored guests the reception they deserve. Прям, короче, сейчас приступ начнется от этих мелькающих картинок. I am the manifestation of suffering. The justice of Ну, конечно, деревянненько все это выглядит. И раньше, мне кажется, или раньше у них все-таки поэпичнее как-то трейлеры были. Они, по-моему, даже не все перечислили, что будет в игре, ну, в новом сезоне в этом. Все? Blight Dragon Elegy. Если чё, да, получается, что у нас 22 числа, 22 октября, по срокам у нас получается, смотрите, ориентировочное время проведения профилактических работ, которые состоятся в период с 21 по 22 октября. Нас интересует Европа и Восточная Европа. В Европе 22 октября с часа ночи до 7 утра. То есть прям с утра 22 октября игра, по сути, должна быть уже доступна, ну, в том числе и в Steam, насколько я понимаю. Это на телефон или на комп? Это и на телефон, и на комп. Только я словил флешбеки WoW. Слушай, ну как бы, на мой взгляд, Terrasland, конечно, это один такой большой сплошной флешбэк WoW. Только, как бы, выполненный для мобилок. Что у нас тут будет? Основные обновления нового сезона. Итак, увеличение максимального уровня до 50-го. Появляется новая карта Ледник Скардино с новыми заданиями и сюжетными линиями. Оптимизировано развитие запасных персонажей и облегчен переход между классами благодаря совместному использованию аккаунта. Введена новая сезонная система талантов, а также усовершенствована система камней начертания
с 4 типами драконов. Добавлены 4 новых подземелья и 12 новых рейдовых боссов. Ну, кому-то это будет важно. Потому что все равно, типа, я напомню, Террисленд это все еще PvP-ориентированное MMORPG. PvE-ориентированное MMORPG. Внедрены новые боевые режимы, такие как Лабиринт Храма и Искаженная Страна Грез. Вот смотрите, новые боевые режимы, я так полагаю, что это речь идет о батлграундах. Потому что, вот если мы говорим про PvP, то оно представлено на текущем этапе в Террисленд именно батлграунды там есть и аренки. Если мне опять же не изменять память, потому что я уже давненько в это не играл. И я так полагаю, что речь идет о новых как раз таки батлграундах с новыми режимами, ну, на этих батлграундах. Улучшена производительность игры на мобильных устройствах, добавлена функция автобоя. Тоже, кстати, многим может это понравиться, потому что, ну, вот если бы спросили меня, я бы сказал, что я вообще не понимаю, нахрена добавлять, ну, возможность, скажем так, играть в мобильную версию MMORPG, где не будет автобоя. Ну, то есть, типа, постоянно ручками в это сидеть тыкаться, такое себе удовольствие, сильно ниже среднего. То есть, ну, некоторые... Хотя, с другой стороны, как вот мне говорили, что они там, короче, с этим автобоем как раз-таки не переборщили. То есть, там, по-моему, типа, там, ну, автоскиллинг какой-то там есть, но вот прям авто всего там нету. Но это все равно нужно еще проверять. Обновлены пользовательское соглашение, политика конфиденциальности, это все понятно. При этом, после обновления 22 октября игроки смогут начать свое приключение на новой карте с 41 уровня, независимо от того, являются ли они новыми игроками или возвращаются в игру. Но я вот не знаю, кстати, как по мне, это достаточно сомнительное решение. То есть, получается, как бы, вот этот весь контент-скип, хрен его знает, по-моему, это все, ну, такое себе. Ну, наверное, как бы, как опция это должно быть. В любом случае. Потому что, особенно для возвращающихся в игру, типа, да нахрен надо, ну, типа, я вот там уже, там, 2 месяца, допустим, не играл в Террисленд, вот пришел. С другой стороны, как бы, а зачем тебе этот 41 уровень? У тебя есть прокачанный персонаж. Короче, ну, такое себе. Но как опция пусть будет. Обновление рынка. Ну, то такое. С 22 октября стартует новый этап награды судьбы с 2 призовыми фондами. Из фонда убираются костюм Звездное Божество и транспорт Глубоководная Акула Кракен. Добавляются костюмы Кровавый Кошмар фонд 1 и Сердце Луэна фонд 2. Свод судьбы станет постоянной опцией. С 22 октября будут доступны для обмена новые предметы Чешуя Драконьего Пламени, Дух Грифона и Кот Призрак. С 22 октября по 5 ноября вводится ограниченное предложение на новый костюм Летняя вечеринка и летающий транспорт Акули Дирижабль. Просто должен был это озвучить, мало ли вдруг кому-то это важно. Преобразование ресурсов для персонажей сезона 0. Значки дружбы, спутника, жетоны судьбы и бодрости будут автоматически конвертированы в серебряные монеты и отправлены по почте. Эмблемы будут преобразованы в сундуки с эмблемами нового сезона и другие ресурсы. После активации функции обмена дубликаты купленных элементов вашего внешнего вида будут преобразованы в кристаллы, а элементы, полученные через молитвы, в свод судьбы. Преобразованные ресурсы будут доставлены по почте в течение 10 рабочих дней после обновления. Короче, это если коротенечко. Это если коротенечко. Из всего, что вот я вот здесь вот увидел, лично мне интересны, ну, наверное, вот эти вот батлграунды, то есть вот и режимы, которые там появятся. Но я бы и не сказал, что они меня прям супер сильно заинтересуют, потому что все-таки, насколько мне не изменяет память, разработчики обещали, что они как-то будут развивать PvP направление именно в Террисленд, но пока я с большего вижу только развитие PvE направления. И это касается больше даже RVR, то есть они думали в сторону масс каких-то замесов. Добавить, не добавить. И, наверное, все-таки это еще в подвешенном каком-то состоянии. Хотя, ну, с другой стороны, я, конечно, посмотрел бы, вот я, наверное, пойду и посмотрю, внедрены новые боевые режимы, такие как Лабиринт Храма и Искаженная Страна Грез. Да и в любом случае, ну, блин, просто пойти одним глазочком глянуть будет прикольно. Может быть, даже на мобилке побегаю, потому что, я напоминаю, именно в формате вот кроссплатформенной MMORPG Террисленд выглядит очень и очень перспективно и очень даже, наверное, удобно, да, прежде всего, потому что это как раз-таки кросс-платформа вот такого вот здорового человека, как я их называю. То есть тут нету никакого там pay-to-win, то есть они обещали, что его не будет, пытались что-то там пропихнуть. Не знаю, может быть, с тех пор что-то изменилось, но как бы когда я играл, там вообще pay-to-win не было от слова совсем. Даже намеки на этот pay-to-win, которые были в китайской версии, потому что я напомню, она сразу вышла в Китае. В европейской версии, в глобальной версии этого не было. То есть, ну, это как бы действительно кросс-платформа здорового человека. И да, конечно, наконец-таки мы посмотрим, сколько в нее народу играет хотя бы в том же самом Steam. Это все равно не будут полноценные какие-то данные, но хотя бы хоть что-то, потому что лично мне вот интересно посмотреть, насколько эта игра утратила свою актуальность. Я знаю, многие пошли и многие в нее играли, действительно, даже PvP-направленные игроки. Многим PvP-направленным игрокам даже понравилось PvP в Террисленд внезапно. Я к таковым себя не причисляю, но я все равно отдаю должное этой игре. В свое время она на некоторое количество, скажем так, опять же, того же самого времени затянула довольно порядочное количество игроков.
игроков. А потом у нас появился там уже там Tron and Liberty с какой-то определенной конкретикой уже по датам, и типа народ оттуда ливнул. Но многие ходили, траили как бы и аренки, и БГшки вот эти, и, ну, достаточно много времени там провели. В любом случае, вот что я хочу сказать. Меня как бы, конечно же, эта игра интересовала прежде всего с точки зрения вот именно РВР, там может быть какого-то ГВГ, пока этого в ней нет. Для меня это не особо интересно, она не представляет, скажем так, из себя такого интереса, как, предположим, представляет Tron and Liberty. Но все-таки как бы большое количество PvE игроков у нас присутствует, и то, что как бы эта игра доступна на мобилках, это тоже добавляет ей на самом деле бонусов, ну то есть типа плюсов. И я думаю, что Старисленд будет все в полном порядке. Ну, время, конечно, покажет. Я как бы к этой игре отношусь абсолютно спокойно, без какого-то хейта, ну и без какого-то супер восторга. То есть, как по мне, это все еще, то есть, действительно, кросс-платформа здорового человека, и как бы сравнивать ее действительно с ПК, короче, вот MMORPG, это как бы, ну, такое достаточно странное занятие. Ее, наверное, нужно и сравнивать с кросс-платформой, да, и вот если мы берем кросс-платформу, то где-то рядышком, около, и то там есть как бы неприкрытый pay-to-win, находится Albion Online. Но вот так вот, чтобы вообще без какого бы то ни было pay-to-win, если они там ничего не добавили, то это, конечно, только Terrasland.